сторон жизни нейронов, крохотных нервных клеток, из которых соткан наш мозг. Известно, что мозг человека состоит из сотен миллиардов нейронов. Перед нами взрослый нейрон. Он ведет себя точно так же, как любой одноклеточный организм. Изолированным нейронам не нравится их свобода. Они стремятся к объединению. Какие же силы притяжения работают здесь? Что заставляет клетки сближаться? Сколь велика степень индивидуальности каждого из нейронов? Как они узнают, с кем им лучше соединиться? Чем руководствуются? Химическим чутьем, электрическим полем или неведомыми для нас тропинками? Только представьте, сотни миллиардов нейронов, примерно столько же, сколько звезд в нашей галактике, и в каждом скрывается удивительный мир. Мир, который без преувеличения можно считать одним из самых сложных явлений во всей Вселенной. Нервные клетки, так же как и люди, не могут существовать сами по себе. Вы видите, с какой настойчивостью они пытаются установить между собой связи. Сначала временные, а потом постоянные. Когда растущий отросток нейрона достигает своей цели другой клетки, он образует специализированную структуру синапс, через который передается информация от нейрона к другой клетке. Так выглядит синаптический контакт на экране дисплея. Целой сетью своих отростков этот нейрон мучительно ищет другую клетку. Ищет и не находит. Вопрос только в том, с чего же начинается мозг? С 2 клеток, с 20, с 200, с 2 миллионов? Когда же в этих замысловатых связях рождается то, что мы называем мыслью?
Оказалось, что в нашей Вселенной галактики тоже устанавливают между собой связи. А вдруг законы, по которым живут нейроны и звезды, одни и те же? А стремление к общению – один из законов нашего бытия. Закон мироздания. А почему бы и нет?
человека был и всегда будет самой большой загадкой. Куда бы ни стремилась неуемная мысль, к далеким звездам и неведомым галактикам, в глубины океана и живой клетки, мы постоянно будем возвращаться к вопросу: что есть я? Постижение мысли мыслью — это действительно нескончаемый труд. Обреченность на мышление верена нам природой, и в этом наше счастье и наша трагедия.